Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в удивительный мир библейской археологии, науки, которая соединяет древние тексты с реальными находками, заставляя нас задуматься, что из того, о чем мы читаем в Библии, действительно происходило. Это не просто раскопки ради любопытства, это путешествие в прошлое, которое порой подтверждает, порой ставит под сомнение, а иногда и дополняет священные истории. Я постараюсь рассказать вам о самых значимых и малоизвестных открытиях, поразмышлять над их значением и показать, почему эта тема так волнует миллионы людей по всему миру. Готовы? Тогда начнем. Библия — это не просто религиозный текст. Это еще и исторический документ, который описывает события, происходившие тысячи лет назад на Ближнем Востоке. Но как проверить, насколько эти рассказы точны? Археология здесь выступает как своего рода детектив. Она ищет улики в земле, камни, кости, надписи, руины. И знаете, что интересно? За последние пару веков ученые нашли столько всего, что даже скептики начали чесать затылок. Давайте начнем с одного из самых известных открытий – свитков Кумрана, или, как их еще называют, свитков Мертвого моря. Представьте себе, 1947 год, пустыня недалеко от Мертвого моря. Молодой бедуин случайно находит в пещере глиняные кувшины, а в них древние пергаменты. Эти тексты, написанные на иврите, арамейском и греческом, оказались настоящим сокровищем. Они датируются примерно II веком до нашей эры и содержат фрагменты почти всех книг Ветхого Завета, кроме книги Есфирь. Но вот что поразительно. До этого открытия самые старые известные рукописи Ветхого Завета были на 1000 лет моложе. Свитки показали, что текст Библии передавался через века с невероятной точностью. Это как если бы вы нашли черновик письма, написанного вашим прапрапрадедом, и сравнили его с копией, которую сделали вчера. И они почти идентичны. Но есть и загадка. Среди свитков нашли тексты, которых нет в современной Библии, апокрифы и правила жизни загадочной секты, возможно, Ессеев. Кто были эти люди? Жили ли они в ожидании Мессии? Это до сих пор предмет споров. Теперь давайте перенесемся в Иерусалим, к находке, которая буквально заставляет мурашки бегать по коже. В 1979 году археологи раскопали погребальные камеры в местечке Кетев-Хином, недалеко от старого города. Среди костей и пыли они обнаружили 2 крошечных серебряных свитка, скрученных как амулеты. Когда их развернули, оказалось, что на них выгравированы слова из книги чисел «Благословение». «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Это древнейшая известная цитата из Библии, датируемая VII веком до нашей эры, еще до Вавилонского пленения. Подумайте об этом. За 600 лет до Христа кто-то носил эти слова на шее как оберег. Это не просто артефакт, это мост между нами и теми людьми, которые жили в библейские времена. Но возникает вопрос, почему такие амулеты вообще делали? Может, это говорит о том, что вера в те дни была не только духовной, но и очень личной, почти осязаемой? Дальше, больше. Помните историю про разрушение Иерихона из книги Иисуса Навина? Город, чьи стены рухнули от звука труп. Долгое время ученые считали это мифом, но какие стены рухнут от шума? Но раскопки в начале 20 века под руководством Джона Герстинга и позже Кэтлин Киньон показали кое-что любопытное. В Иерихоне действительно нашли руины стен, причем они упали наружу, что необычно для осады. Обычно стены падают внутрь под ударами таранов. Датировка этих разрушений примерно 13 век до нашей эры. Примерно совпадает с предполагаемым временем прихода израильтян в Ханаан. Правда, тут есть нюанс. Не все археологи согласны с этой хронологией, и некоторые считают, что разрушение произошло раньше. Но сам факт, что город был мощно укреплен и внезапно разрушен, заставляет задуматься, а вдруг в легенде есть зерно истины? Теперь давайте поговорим о Содоме и Гоморе, городах, которые, согласно книге «Бытие», были уничтожены огнем и серой за грехи их жителей. Многие считают это просто моральным рассказом, но археологи нашли место, которое может быть связано с этой историей. Речь о Тель-эль-Хаммаме в Иордании. Раскопки там показали, что около 1650 года до нашей эры процветающий город был внезапно разрушен. Причем разрушение было таким мощным, что стены из необожженного кирпича оплавились,
а керамика превратилась в стекло. Это требует температуры выше 1000 градусов. Одна из теорий – метеоритный взрыв в атмосфере, который мог вызвать огненный дождь. Звучит фантастически. Но в 2021 году ученые опубликовали исследование, где нашли следы такого события – мельчайшие частицы, которые образуются только при экстремальных температурах. Совпадение с библейским рассказом? Возможно. Но опять же, не все согласны, что это именно Содом. Местоположение до сих пор спорное. А что насчет Нового Завета? Тут тоже есть свои жемчужины. Например, в 1968 году у берегов Кесарии нашли камень с надписью на латыни, где упоминался Понтий Пилат, префект Иудеи. До этого некоторые историки сомневались, существовал ли он вообще, ведь вне Библии о нем почти не было упоминаний. А тут – бац! И конкретное доказательство. Или возьмем бассейн Силаам в Иерусалиме, где по Евангелию от Иоанна Иисус исцелил слепого. Его нашли в 2004 году во время ремонта канализации. Огромный резервуар с широкими ступенями, ведущими к воде. Это не просто яма, а сложное инженерное сооружение времен царя Езекии, что подтверждает высокий уровень строительства в Иудее того времени. Но знаете, что меня больше всего поражает в библейской археологии? Не только находки, но и то, как они заставляют нас думать. Возьмем, к примеру, ассирийское вторжение в Иудею в 701 году до нашей эры. В Библии, в книге Царей, рассказывается, как царь Сенахерим осадил Лахиш, а потом пошел на Иерусалим. Но город чудесным образом уцелел. Археологи раскопали Лахиш и нашли там осадные валы, стрелы, шлемы и даже цепь, которой защитники пытались остановить таран. А в Ниневии, столице Ассирии, обнаружили рельефы, где Сенахерим хвастается победой над Лахишем, но про Иерусалим ни слова. Может, библейское чудо – это не выдумка, а реальный провал ассирийцев? Или просто хитрый ход древних писцов, чтобы возвеличить своего бога? Это как пазл, где часть кусочков утеряна, и нам остается только гадать. Есть и менее известные находки, которые редко попадают в заголовки. Например, надписи Дейр-Алла в Иордании. В 1967 году там нашли арамейский текст 8 века до нашей эры, где упоминается пророк Валаам, тот самый, чья ослица заговорила в книге чисел. Это первое внебиблейское упоминание этого персонажа. Или жертвенник на горе Эйваль, который археолог Адам Зерталь связал с Иисусом Навином. Он датируется XII веком до нашей эры и построен точно так, как описано во Второзаконии, из неотесанных камней, без железных орудий. Такие детали заставляют задуматься, неужели авторы Библии действительно знали, о чем писали? Но давайте будем честны, археология не всегда подтверждает Библию. Например, нет четких доказательств исхода из Египта, массового ухода евреев под руководством Моисея. Египетские хроники молчат об этом, а пустыня Синай не сохранила следов огромного народа. Некоторые ученые говорят, что это могла быть преувеличенная история небольшой группы беглецов. Другие же находят косвенные улики. Например, упоминание кочевых племен Хапиру в египетских текстах, которые могли быть предками израильтян. Истина где-то посередине, и это делает тему еще увлекательнее. Так что же нам дает библейская археология? Для верующих это подтверждение их убеждений, осязаемое доказательство того, что их священные тексты не выдумка. Для скептиков – повод пересмотреть свои взгляды. А для всех нас – возможность прикоснуться к истории, которая формировала цивилизацию. Каждое открытие – это не просто артефакт, а голос из прошлого, который шепчет «Мы были здесь, мы жили, мы верили». И даже если не все вопросы находят ответы, сам процесс поиска – это уже приключение. Как вы думаете, что еще скрывает Земля? Может, где-то под песками ждет своего часа ковчег Завета или обломки Ноева ковчега? Напишите в комментариях, какие библейские истории вы хотели бы проверить с помощью археологии. Если вам понравилось это путешествие в прошлое, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и давайте вместе открывать новые тайны. До встречи в следующем видео.